Трамп может заставить Путина прекратить войну. Авиакомпании начинают бороться с алкоголем, а Интерпол ищет 2 белорусов. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. США передают Патриот из Израиля в Украину. Похоже, Израиль выбрал сторону. Нашумевший китайский стартап DeepSeek обвиняет в краже данных. Могут заставить отдать. Сенат ищет нарушения в договоре о передаче Панамского канала. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Соединенные Штаты передали около 90 ракет систем противовоздушной обороны «Патриот» из израильских хранилищ в Польшу для последующей отправки в Украину. Это стало самой значительной поставкой вооружений из Израиля в Украину с начала российского широкомасштабного вторжения. В апреле прошлого года израильские ВВС официально вывели из эксплуатации системы «Патриот», которая была передана более 30 лет назад во время Первой войны в Персидском заливе. С тех пор страна разработала собственные системы ПВО, и большинство батарей «Патриот» использовались для тренировок или находились на хранении. Израиль долгое время колебался, опасаясь возможных ответных мер со стороны России, включая поставки современного оружия Ирану. Об этом мы поговорили с политологом Алексеем Якубиным. Израиль просто пытается в этой ситуации демонстрировать, что они продолжают или будут находиться в фарватере политики Соединенных Штатов Америки. Учитывая смену администрации, учитывая, что с этой администрацией у Нетаньяху похожие, намного личные, лучшие персональные отношения с президентом США, потому я думаю, в общем-то, появляется такая информация, что Израиль готов выделить, если Соединенные Штаты Америки дали какой-то сигнал, выделить необходимую помощь. Опять-таки, но из той информации, которую я видел, там просто нет такого однозначного подтверждения, что принято именно конкретно по этими ракетами, то есть там мне кажется, это еще вопрос своеобразных торгов, которые в том числе, кстати, Соединенные Штаты Америки сейчас пытаются вести с Россией, потому что если мы посмотрим на план Келлога, то он состоит в том, чтобы стимулировать Россию к переговорам. И, среди прочего, там идет речь о различных, мероприятиях, о различных действиях, которые могут ее стимулировать. В том числе, я так понимаю, это и по ценам на нефть, и потенциально, что если Россия не будет готова к переговорам сейчас, то Соединенные Штаты Америки будут готовы более активнее вооружать Украину. В конце сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил эту инициативу, и на этой неделе ракеты были отправлены в Польшу для передачи в Украину. Если Дональд Трамп захочет, он сможет заставить Владимира Путина прекратить войну, заявил президент Украины. По его словам, все зависит от решимости и давления на Кремль. Говорит, что Путин боится сильных лидеров, которые поддерживают Украину, а Трамп известен своей жесткой риторикой. Мы не боимся, Россия не настолько сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин. Но мы не можем признать оккупацию, это наш народ и это наша земля, и наше право нашего народа на эти территории. Мы не можем законно признать эту оккупацию, но мы предпочитаем решить этот вопрос дипломатическим путем. Это то, чего мы хотим, но Путин не хочет прекращать эту войну. Зеленский также подчеркнул, что для прекращения войны одних только европейских гарантий недостаточно. Ключевую роль должны сыграть США. Он призвал Трампа поддержать Украину и напомнил, что перед вторжением Киев просил у Байдена санкции против России и оружия, но получил отказ. Трампа действительно намерены все-таки договориться, как они считают, что они могут получить быструю сделку. И, в общем-то, насколько я понимаю, базовым сейчас является план Келлога. То есть он опубликован в свое время в статье в апреле 2024 года, который написал Келлог. И этот алгоритм, там есть алгоритм, как стимулировать и Москву, и Киев к переговорам, на какие моменты, условно, компромиссы могут пойти Соединенные Штаты Америки, что они могут предложить в виде каких-то плюсов, чтобы дополнительно стимулировать по переговорам. Мне кажется, что у Трампа пока двигаются по вот этой модели. Опять-таки, очень много может повлиять на то, чтобы мы понимали, в какую сторону это будет двигаться, не пересмотрит ли Трамп свою позицию, может повлиять ситуация, связанная с первым официальным телефонным звонком с Путиным и потом возможной встречей с Путиным.
Мне кажется, что вот от этого дальше будет зависеть, насколько Соединенные Штаты Америки при Трампе будут готовы двигаться по вот этой линии. И я думаю, что заявления Зеленского, они как раз вписаны вот в эту модель, что есть в Киеве понимание, что в официальный Вашингтон сейчас вырабатывает собственную стратегию, да? Но во многом это все равно стратегия будет зависеть от вот этих первых уже официальных контактов. Теперь вопрос в том, готов ли Трамп действительно давить на Путина. Как думаете вы, готов ли он на это? Пишите в комментарии еще активнее свои мысли. История с китайской нейросетью, которая уронила акции американских компаний, близка к развязке. Microsoft и OpenAI начали расследование против китайского стартапа DeepSeek, подозревая его в незаконном использовании данных OpenAI. И есть существенные доказательства того, что DeepSeek извлекла здесь знания из моделей OpenAI, и я не думаю, что OpenAI очень довольна этим. Грубо говоря, это может нарушать условия использования и указывать на попытки обойти ограничения по объему получаемых данных. Дэвид Сакс, советник Белого дома по вопросам искусственного интеллекта, заявил, что есть серьезные доказательства того, что DeepSeek использовал результаты моделей OpenAI или ChatGPT для разработки собственной технологии. Он описал метод дистилляции, при котором одна модель искусственного интеллекта обучается на основе результатов другой. Президент сказал, что, по его мнению, это тревожный звонок для американской индустрии искусственного интеллекта. Прошлая администрация сидела сложа руки и позволила Китаю быстро развивать эту программу искусственного интеллекта. Президент Трамп верит в восстановление американского доминирования в области ИИ, и именно поэтому на прошлой неделе он принял очень решительные меры по подписанию исполнительных указов, чтобы отменить некоторые из обременительных правил, касающихся индустрии искусственного интеллекта. В начале января DeepSeek выпустил новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом под названием R1, заявив, что она соперничает или даже превосходит продукты ведущих американских разработчиков. Эта новость вызвала панику среди американских технологических компаний, таких как Microsoft, Nvidia и Google, из-за возможной угрозы их лидерству в сфере искусственного интеллекта. Трамп хочет вернуть контроль над Панамским каналом, а Комитет Сената США по торговле, науке и транспорту провел слушание по этому поводу. А госсекретарь США Марк Рубио планирует визит в Панаму и другие страны Центральной Америки. Точная дата поездки пока не подтверждена, но, вероятно, она состоится в первую неделю февраля. Когда президент Картер отдал его Панаме, американцы были озадачены, сбиты с толку, а многие возмущены. С течением времени многие потеряли представление о важности канала как для национальной безопасности, так и для экономики США. Но только не президент Трамп. Когда он потребовал справедливого отношения к американским кораблям и товарам, многие СМИ насмехались. Панамский канал – стратегически важный объект для мировой торговли. США контролировали его почти весь 20 век, но в 1999-м передали Панаме. Теперь Трамп намекает, что этот шаг был ошибкой. Панамский канал не был передан просто так. Президент Картер заключил соглашение, согласно которому управление каналом перешло Панаме. Сенатский комитет, имеющий юрисдикцию по вопросам канала, рассматривает доказательства возможных нарушений. Трамп указывает на две основные проблемы. Первое – влияние Китая, который может использовать или заблокировать канал. Китайские компании уже контролируют контейнерные порты с обеих сторон и строят мост через канал, но работы продвигаются настолько медленно, что могут растянуться почти на 10 лет. Это создает риск того, что Пекин в любой момент сможет ограничить доступ к каналу без предупреждения. Вторая проблема – это завышенные тарифы на транзит, из-за которых американские суда сталкиваются с несправедливым отношением. Как говорит Трамп, по крайней мере, США рассматривают ситуацию как потенциальную угрозу национальной безопасности. Польская прокуратура разыскивает 3 граждан Беларуси, причастных к инциденту с самолетом Ryanair в мае 2021-го. 2 из них уже объявлены в международный розыск через Интерпол, по 3-му лицу процедура еще продолжается. Кроме того, в окружной суд Варшавы поданы запросы на выдачу европейских ордеров на арест всех 3. В ходе следствия были вынесены постановления о предъявлении обвинений 3 гражданам Беларуси, непосредственно причастным к захвату самолета. Напомним, в мае 2021 года самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден совершить посадку в Минске после сообщения о бомбе на борту. После посадки были задержаны Роман Протасевич и Софья Сапега. Мировое сообщество осудило этот инцидент, назвав его актом государственного пиратства.
Узбекистан Airways усиливает борьбу с нетрезвыми пассажирами. Авиакомпания столкнулась с учащением случаев нарушения порядка на борту из-за нетрезвых пассажиров. Председатель правления отметил, что хотя компания предлагает ограниченное количество алкоголя во время полета, некоторые пассажиры дополнительно накидываются в дьюти-фри, что приводит к инцидентам. В ответ на это авиакомпания проводит индивидуальные беседы с нарушителями, а в крайних случаях вносит их в черный список, ограничивая возможность покупки билетов в будущем. Но эффективность таких ограничений довольно сомнительна. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну, у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.